всегда буду оставаться глупцом на фоне других. Сегодня, чтобы добиться чего-то в жизни, нужно блистать умом. Но сделать это крайне тяжело, когда ума-то особо нет. А так хочется авторитета, уважения и денег. Я всегда буду оставаться глупцом, а значит, оставаться в стороне. Я не цитирую великих, не помню дат событий истории. У меня плохая память. Да и вообще, я не люблю запоминать всякую хрень. Хотя, я хорошо помню все криминальные и гангстерские фильмы. Но это не хрень. То, что происходит в этих фильмах, это реально круто. Я никогда так не жил. Но уверен, что это мой мир. И там мне самое место. Ку-ку! Мы подниматься собираемся? Это моя бабуля. Сейчас, ба! Хорошо. Начинаю жарить дранички. Дранички. Одно из главных преимуществ жизни с бабулей. Как там Катя? Ой, ба, Катя это, два уха и две титьки. Она, кстати, имя поменяла. Зачем это? На модное. Модная? Это какое? Белла. А чего не Валя, Глаша, Маша, Люба? Потому что нету сейчас крутых фильмов с Машами, Валями или Любами. И к тому же это Катя, два уха и две титьки. Короче, ну ее в баню. А я ей кричу: да пошла ты! Она мне в ответ, мол, жаловаться буду. Я ржать. Его, видела? Понятно. Ну, правильно. Как там братан твой поживает? Саня? Да как обычно. Все на гитаре играет. Да никогда он не женится. Чё ты так думаешь? Да кому он надо-то? Живет с мамой. Работает на заводе за копейки. Ну да. И вправду. Ты не думай, что я алчная какая-то, просто... Нет, я пока и не думаю. Я на другие качества смотрю. Например, вот недавно рассуждала. Почему все меньше красивых людей вокруг? А их все меньше? Конечно. Вообще не с кем встречаться, урод на уроде. А знаешь почему? Интересно. Да потому что только колхозники рожают много детей. Такие красавцы типа Джорджа Клуни, Леонардо Ди Каприо, они не имеют детей. А если и имеют, то одного. А красномордые нищеброды, деграданты, алкаши, иммигранты обзаводятся десятками своих копий. Ну, не знаю. Расскажи ты уже чего-нибудь. Слушай, а я спросить хотел. А вот эти твои записи в сети, типа «Спи, милая, я рядом» и картинка чувака с пистолетом, это к чему? Или пост «За брата убью, за тебя умру». И? Что тебе в них не нравится? Да просто такое чувство, что на войне какой-то живешь. Да потому что мужики сейчас какие-то тряпки пошли. Зарабатывать не умеют, ухаживать не умеют, купить ничего нормального не могут. Одна дешевка вокруг.
Хочется, чтобы рядом был мужик настоящий, который разорвет того, кто заденет его девушку. Посмотрит как-то не так, скажет что-то не то. Нет, главное, у меня нет денег. Такие дальнобой за работой. За какие шиши ты собрался меня в кафешку вести? Такое чувство, что не соображают вообще. Нет мозгов, так зайди в интернет, почитай. Может, поумнеешь троху. Что за Короче, деграданты? что-то как-то Катя Почти отбила у каждый. меня желание начинать устала от развивать таких дуболов. отношения. Колхозники хреновые. Ну как? Восхитительно. Поразительно, невероятно. Girl, when I first met you, I was a different man. I didn't know the first thing about love, and I had no idea how your tender touch could heal this wounded soul. We've been through a lot over the years, deep, deep valleys, mountain peaks. But you can't kill a good thing, baby. And I will always be by your side. Здорово, Саня! Привітання! Играешь все? Кайфую! Кайфуй, кайфуй. Страна, в которой я живу, славится своими жесткими законами. Нарушить их значит обречь себя на риск испортить себе всю жизнь. Это меня сильно воздерживает от желания идти на улицу и зарабатывать своими силами, а не вкалывать на кого-то, помогая кому-то осуществить свою мечту. Ненавижу. Я продаю свою жизнь за копейки, и с каждым днем нервов у меня становится все меньше и меньше. Но что поделать? Это мой пистолет. Мне его подарил мой покойный дед. В этой стране очень рискованно иметь у себя дома незарегистрированное боевое оружие. Поэтому я с него стрелял лишь однажды. Я был тогда выпивший, и плюс ко всему у меня был с собой пистолет. Хреновое, короче, сочетание вышло. Ну что, пацаны, погнали! Ну что, пацаны, погнали! Мы живем в полной дыре. Здесь нет будущего. Наши деды вкалывали на заводе, и у них было будущее. Было жилье, стабильная работа. Да и то они были изолированы от внешнего мира. Сейчас здесь полная безработица. Люди нищенствуют, тоталитарный политический режим жирает счастье людей. Если мы отсюда не уедем, не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, и даже не у наших внуков. С колен эта страна будет подниматься минимум век, поэтому нужно уезжать отсюда в нормальные развитые страны, где делается все на совесть, а не через жопу, как у нас. Поэтому да здравствует USA, 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 USA. Слушайте, пацаны, если вам что-то не нравится, можете валить нахрен с этой страны. Нечего обсирать то, что вы не любите. С радостью, я в этой жопе сидеть не собираюсь. В жопе? Сейчас видос доснимем, комиссию грин-карты расположим к себе, и пошло все нахрен. Пусть хоть сгорит эта страна к чертовой матери. Так вы решили подлезать попец заграничным дядям? Сукины дети. Эй, ты что, сдурел? Угомонись. Прикрыли свое ведро и валите отсюда нахрен. Что ты несешь? Какое ведро? Каким вы поливаете мою страну, которую своим трудом поднимала моя бабуля? Пиндосы вонючие. Чувак, опусти пистолет. Не стреляй, не надо. Блядь.
они правы. Здесь царит хоть и порядок, но большая безработица. Практически все мои знакомые либо строители, либо дальнобойщики. Это единственные должности, где более-менее можно заработать. Не желая прозябать в кабине грузовика или на крыше дома, я пошел простым путем. Да, Катя. Не хочешь со мной встречаться, так и скажи. Что ты несешь? Морочишь мне голову. Ты тупая, что ли? Я не хочу. Не хочу с тобой встречаться. 20-й раз повторяю, не хочу. козлина. Алло, Катя, ты тут? Я не хочу с тобой встречаться. Вот она, моя скучная, постыдная жизнь. Нет достойной зарплаты, перспектив, будущего. Скажите, а Майя сегодня работает? Нет, только я и Лёша. А Ирочка? Нет, только я и Лёша. А Вика? Сегодня работаем только я и Лёша. Вот эти покажите. Так тебе мохер брать? Или розовые какие-то там? Вот там есть зеленые нитки, розовые. Может быть, тебе какие-то оранжевые подойдут. Ты же будешь все-таки вязать какую-то шапочку детскую. Я думаю, тебе подойдет. Нет, так можем взять какой-то беленький добавить, разбавим это все. Как ты думаешь? Рутина. Как же все это задолбало.
И начинается мой день заново. Да, Майя. Где? Через 5 минут надо уже магазин открывать. Через 3 минуты буду. Самое ужасное во всем этом не то, что я не занимаюсь ничем достойным и просто просиживаю здесь свою жизнь, а то, что работаю на такого же парня, как и я сам. Мой старый друг Лёша. Мы с ним знакомы с детства. Когда-то он был простой парень, но в какое-то время он изменился, и мы перестали быть друзьями. Ему по наследству достался этот магазин, после чего его амбиции и самомнение взлетели вверх, где мне, по-видимому, не было места. Многие вещи нас продолжали объединять и сейчас. Это любовь к криминальным фильмам. Только на Алексея эта любовь сказалась вдвойне. Этот идиот даже вместо своего отца установил фотографию Роберта Де Ниро на своем столе. По-видимому, актер, который для нас является иконой мафии в кино, был для него роднее, чем свои родители. Была ли у меня зависть? О, да. Чувак практически моего возраста уже был на 3 головы выше меня. Золотые цепи, хата, магазин. А можно побыстрее? Да на свои вонючие нитки. Хамло! И сказать откровенно, если бы мне дали заказ пристрелить его в обмен на кучу денег, с помощью которых я мог бы открыть бизнес по производству пышек, я бы сильно задумался над этим предложением. Моя зависть порождала негатив. У меня была только моя ласточка и бабуля, которую я очень сильно люблю. У этого же козла, помимо того, что уже у него было, откуда ни возьмись, взялся еще и дом. Здорово. Привет. Классный дом. Ну, бабки есть, можно и поесть. Офигенная лестница. Ну да, порядочная. А это что, камин? Угу. Зимой холодно. Печечка кочегарит, ножки закинул, все красиво, тепленько, четенько. А ты выпить не хочешь? Откуда?
Откуда у тебя столько бабла? Сука! Ну, так эту новость последнюю не слыхал? Нет? Короче... Наше общение как таковое прекратилось. Он стал круто косить под блатного. И не просто так. У него появились связи с кем-то, где-то. Этот козел зарабатывал черным способом. И зарабатывал хорошо, это точно. Леша водится с необычными парнями. И как же мне хотелось тоже. Не просто стоять за кассой магазина, а зарабатывать хорошие деньги. Добрый день, мы уже закрыты. Здравствуйте. А не подскажете? Это не вы сейчас стояли с Лешей на улице? С Лешей? Каким Лешей? Ну, только что я вас видел. Вы вдвоем стояли на улице. Нет, думаю, вы ошиблись. Но вы же вдвоем заходили сюда. Вы и Леша. Вам показалось. До свидания. До свидания. Слушайте, да сколько можно уже ждать? Я же вам сказал, что мы закрываемся, так быстро я вам не отдам. Мне нужно было на склад сходить. Знала бы, что так долго, никогда бы не пришла. Ужас какой-то. Да, Катя. Ты мне так и не позвонил. А чего я должен тебе звонить? Ты должен был. О, Господи. Я себе порежу вены, я тебе обещаю. Да режь ты что хочешь, только меня не трогай, прошу. Скотина! А знаешь, лучше начни с головы, вряд ли... Что такое, Стас? Опять туалетная бумага закончилась? Да не. Слушай, я тебя вчера видел возле кафе на Советской 21. Да нет, я вчера никуда не ходил. Ясно. Слушай, Лёш, мне нужна работа. Я думал, ты уже работаешь. Нет, мне нужна нормальная работа, ответственная. Там, где я заработаю хорошие деньги. Там, где есть ответственность. Ну, держать под контролем столько пряжек и пуговиц – это действительно ответственно. Лёш, я знаю, что ты где-то незаконно зарабатываешь деньги. Что? Выручка с магазина ничтожная по сравнению с тем баблом, которое водится у тебя. Может, тебе в налоговики пойти с такими талантами? Да и вообще, какого хрена ты считаешь чужие деньги? Меня запарило общаться с этими посетителями. С этими воршливыми бабками. Я хочу активной, серьезной работы. Могу тебе предложить одно дельце.
Придумай, как нам можно бюджетно сделать рекламу для магазина. Да какую нахрен рекламу? А что такое? Да это чушь, а не дело. Ничего себе ты исполняешь. Ты хотя бы с этой миссией справься, а там будет видно. Я хочу срубать бабки. Я хочу решать дела. Я хочу двигаться в этой жизни. Стас, слушай, иди и не дури мне голову. Да блин, помоги мне. Я же немногого прошу. Чувак, это жизнь. Да сегодня зарабатывает не тот, кто работает, а уж тем более много, а тот, кто крутится, вертится, смело хамит, обманывает. Это уже закон, правило выживания. Здесь ничего не поделаешь. А я тебе не Иисус Христос, чтобы помогать. Ты сюда боженьку не приплетай. А ты что, еще и верующий? Что ты выпендриваешься? Корчишь из себя серьезного мафиози, а другу помочь не хочешь? Если бы не родители, которые оставили тебе этот магазин, ничего бы у тебя не было. Слушай, иди нитки разлаживай. Дай мне какое-нибудь дело. Не дури мне голову. Ну ты урод. Что? Ты офигел? Если тебе что-то не нравится, можешь валить нахрен отсюда к чертям собачьим. Кассир, бля. Вали нахрен отсюда! О, привитание, сябр. Можно зайти? Ну, заходи. Кто там? Это ко мне. Как дела? Дрянные справы мои. Слушай, Саня, я, конечно, очень уважаю, что ты поддерживаешь наш национальный язык, но, пожалуйста, давай сегодня без него, ладно? Что произошло? Кризис. А у тебя его когда-нибудь не было? Сейчас особенный. Гитара нужна очень. Еще одна? Я только с ней смогу заработать денег. Ясно. Так что, дашь хоть сколько-нибудь? Нету у меня ничего. И вообще, ты не вовремя. У меня период сейчас тяжелый. Так может я пойду? Ну, конечно. А зачем впускал тогда? Ради приличия.
Меня бабушка так воспитала. Интеллигентом. Эй, молодой человек, Да, бабуля. к вам можно? Нет, я голый. А что ты хотела? Так, спросить. А ты что на работу, сегодня не идешь? Нет, и сегодня я тоже выходной. Поняла. Да. Что случилось? Ничего, ба, все хорошо. Здорово. Здорово. Садись. Ну что, Что? хочешь заработать, говоришь? Ладно, знаю одного человека, он может предложить работу за хорошие деньги. Что надо делать? Но это он уже тебе скажет. Сразу, наверное, ничего дельного, а вот поработаешь. Это тот человек, у которого реально есть большие деньги. И связи. Кто он? Его все называют просто босс. Я уже давно его знаю. У него телефон, каких только номеров там нет. Такое чувство, что весь город у него в знакомых. Бандит? Не знаю точного ответа на этот вопрос, но то, что его лучше не злить, это точно. Постоянно в каких-то разъездах, имен никаких. Как ты с ним работаешь? Какие твои функции? Самые разнообразные. Чем ты будешь ему полезен, я абсолютно не знаю. Помнишь, мы с тобой когда-то мечтали работать на какого-нибудь важного мужика. Зарабатывать бабки и работать, не разлаживая гребаные нитки по прилавку. Вот он твой шанс, братан. Только, пожалуйста, не опозорься. Я за тебя замолвил словечко, и я бы не хотел подорвать свой авторитет в его глазах. Здрасте. Что это за такой туз тут у нас? Кто? Туз. Туз? Звучит бодро. А ты знаешь, сынок, что мои сокамерники называли тузом? Они так называли мое очко. Ваше очко? Типа очко в смысле задницу? Я бы сказал, правильное очко, которое находится в заднице. Но и не только мое. Любое. Понятно. Хотя какое это отношение имеет ко мне? Звучит прикольно. Тебе к лицу. Мне к лицу очко? Так и рождается прозвище. По крайней мере, я их так даю своим людям. Ну что, Тузик, готов стать своим человеком? А что нужно делать? Что нужно делать?
Знал бы я будущее, может, и вовсе застрелил бы тебя здесь, на этом стуле. Неужто ты думаешь, что я и впрямь знаю будущее, а? Ну, все-таки. Но все-таки могу сказать точно, что ничего необычного. Не очкуй. Я не очкую. Вот и славно. Мне нужен надежный парень, которому можно доверять, на которого можно положиться. Мне нужен, с одной стороны, отморозок, но чтобы у него была логика. Конкретнее мозги, понимаешь? Когда я прошу отморозка сделать то и то, он выполняет. Перебарщивая. С цыкунов просить не могу. Они ни хрена не могут. Поэтому мне нужен смышленый, смелый пацан. И мне кажется, что ты таким являешься. С чего вы взяли? Я много общаюсь с нашим общим другом. Он все подробно о тебе рассказывает. Мне кажется, что ты тот человек, который мне нужен. Многие говорят, что своего человека надо вырастить, проработать с ним много лет. Но у меня нет сверхсекретных миссий, типа положить человека или перепрятать нычку с ЛСД. А такие могут быть? Даже если я позвоню и предложу что-то подобное, я не должен услышать ссыкливого пацана, который просто сольется и все. Мне нужен надежный парень. Само осознание того, что рядом с тобой ровный чел, воодушевляет меня. Мне нужен смелый парень, который меня не разочарует. Потому что я очень обидчив. Вас легко обидеть? Ты не представляешь, как. На такое трудно согласиться. Нет, не трудно, когда речь идет о твоей полугодовой зарплате сразу. Просьбы изредки и хорошо оплачиваемые, поверь. Да. Стасечка, а ты где? Скоро будешь? Здравствуйте, Иван Владимирович. Да. Что да? Какой Иван Владимирович? Можно я попозже вам перезвоню? Ты что, опять своих шпионов играешь? А может, ты там с девушкой? Ты с Катей там? Я вам попозже перезвоню. Все, поняла. Извините. Ты веришь в судьбу? Верить в судьбу — это значит верить в то, что человек умирает, когда приходит его время. Но ведь статистически смерть забирает тех, кто больше вкалывает на работе, злоупотребляет вредными привычками. Я верю в судьбу. А значит и в то, что ты здесь не случайно. Это судьба твоя, пацан. А еще я верю в то, что люди умирают не только потому, что много работают, но и от того, что переходят кому-то дорогу. Так что если остаешься, не вздумай разочаровать меня. Короче, если думаешь работать со мной, работай. Соцпакет не обещаю, а вот достойную заработную плату — это пожалуйста. Сколько есть времени подумать? Минута.
Так что, Тузик, желаешь поработать на меня? Чай, кофе? Кофе. Угощайся. Если ты из той категории нежных мальчиков, которые предпочитают сладкие булочки, ты можешь встать со стула и валить отсюда, и больше никогда не попадайся мне на глаза. Но если ты конкретный мужик, который жрет мясо, то ты в деле. Я бы сожрал эту сосиску, будь даже вегетарианцем. Ой, может, лучше в шашки поиграем? Не, ба, шашки уже не модно. Самую малость я верил в розыгрыш, хоть Леша и не любил разыгрывать. Это не в его духе. Но после этого утра я точно был уверен, что это все не шутки. О, привет. Вот фотография, запоминай. Зовут Сергей. Парень спортивный, неадекватный, поэтому тормозить ни в коем случае нельзя. Ему 35, и 5 из них он сидел. Живет на улице Франциска Скорына, 1Б. Работает по адресу Луговая, 70А. Не записывай, запоминай. Живет на улице Франциска Скорына, 1Б. Работает Луговая, 70А. Верно. Что дальше? Босс на него обиделся.
И? Сделай так, чтобы он успокоился. Кто? Босс. Как? Покалечь его, сожги его гараж. Придумай что-нибудь. Это и есть задание? Слишком просто? Ну, нормально. Хорошо. 3 дня тебе на это. Если спалился, сам виноват. Ну, я думаю, сам все понимаешь. Да. Стасечка, ты покушал утречком? Нет, я не хочу. С тобой все в порядке? Все хорошо, бабуля. Скоро буду дома. Ты какой-то обеспокоенный. Нет, все отлично. Что-то с Катей? Нет. Если что, я ей волосы-то повыдираю. Так и скажи. Ба, мне сейчас не до шуток. Ну ладно, пока тогда. Пока, скоро буду. По любасу надо тырить этого говнюка. Snow is blowing over the road like a white river cutting through black stone. The only thing I see tonight, my way home, my ugly mug in the mirror, all alone, all alone, all alone. It's certain kind of sight just to the bone. All alone, all alone. Got the little calories deep down in my bones. Take us on now. Привет, тунеядцам! Добрый день. Как дела-то? Так, потих. Ясно. Я бы тебе показал, как нормальные пацаны бабки зарабатывают. Кушать будешь? Позже, бабуля. Что, по идее, должно было быть самым легким, оказалось самым тяжелым. Это найти место, где бы я мог привести приговор в исполнение. Этот упырь идет из дома на работу и твердо обратно. Никуда более. Единственное место, где его можно покалечить, чтобы его величество босс успокоился, так это только здесь, на пустыре. Открытая местность. Но больше никаких вариантов нет. Отрихтовать его в магазине или вломиться к нему в дом — идея куда хуже. Завтра последний день на выполнение моего задания. Последний день, а значит, одна попытка.
Не справлюсь, и это будет чревато обратить обиду босса на себя. Не знаю, что будет, но я на 100% уверен, что с этой миссией я справлюсь великолепно. Лучше не вставай. Кто ты? Твой судья. Я пришел привести приговор в исполнение. Ты обидел очень серьезного человека. Так это ты, тварь! Какая тварь? Что дерьмо мою калитку забросала. А, да, это мои братки. Я частенько навожу гром на этот пустырь, на этот район, на этот город. Тебе хана, ублюдок! Я бы на твоем месте так не выражался. Эй! Братишка, ты как? Вали этого козла! Я бы на твоем месте так не выражался. Молись, тварь! Бля.
Стой, сука, не уйдешь! Мне пизда. Сука. Сука! Стой! Стой, сука!
Стасик, Да, у тебя все хорошо? да, ба, все хорошо. Я уже устал от этого вопроса от тебя. Ты просто сегодня какой-то совсем неразговорчивый. У тебя все хорошо? Ой, бляха, опять спросила. Да, ба, у меня все хорошо. Просто... Что? Да ничего. Что такое? Кто обидел моего внучика? Да и никто. Это я, скорее всего, обидеть могу. Ты что? Как это так? Я же надеюсь, не специально? Не расстраивай бабушку. Я знаю, ты хороший мальчик. Ты не можешь никого обидеть. Да. Я уже старенькая. Мои советы уже, может, и незначимые, но знаешь, надо быть, конечно, всегда начеку. Люди поганые существа. Тут что ни говори. Сейчас вот едешь за какой-нибудь дорогой покупкой и не радуешься, что купишь что-нибудь классное, а дрожишь от страха, что прошла покупка хорошо и тебя не обманули. Обманывает везде, везде. Тяжело все это. Этими всеми обманами они заставляют сердце дрожать. То есть люди сокращают жизнь другим людям просто на расстоянии. Ну, ба, это же закон жизни. Никакой это не закон. Это вымирание. А скотиниться, Стасик, очень легко. Как бы тяжело не было, надо оставаться людьми. Даже если плата за это будет нищета и разруха. Мой папа всегда говорил, что как бы ты сильно не нуждался в деньгах, всегда главное – не будь барыгой. Вот это его фраза. Никогда не будь барыгой. Вот и ты, Стасик, никогда не будь барыгой. Все плохое когда-нибудь да возвратится, поверь. Надеюсь. Ты где пропал? Дома. Я вчера был у босса. Он был в шоке вообще. Сильно злой, да. Злой? Он ржал как никогда в жизни.
Я ему рассказал, как ты дорожил этим пистолетом, и, по-видимому, тебе это только придало авторитета. Каким пистолетом? Бля! Где ты? Где ты? Мужики, вы это слышали? Где-то в лесу. Так вызывайте наряд. Он же у тебя от деда остался? Да. И пистолет не зарегистрирован, ничего там нет? Нет, конечно. Отлично. Босс сегодня как раз поехал к нему злорадствовать. В смысле злорадствовать? Ну, боссу же надо сказать этому Сереге, из-за кого он действительно теперь находится за решеткой. С его связями, я думаю, он мог бы попросить кого-нибудь еще упрятать этого Сергея за решетку. Чем меньше людей знает, тем лучше. Главное, чтобы босс был очень доволен. Надеюсь. Я потерял 2 килограмма, убегая от этого додика. Я в жизни столько не бегал. Уже хотел упасть в лужу и просто ждать, когда он мне черепушку вскроет. Слушай, сегодня босс был как-то немного обеспокоен. В смысле? Ну, вроде как ты не выходишь ему на связь, а ему такое дико не нравится. Так что не шути с ним. А так, все остальное. Как по мне, все четко вышло. Здорово. Не ожидал, что тебе доверят такое дело. Это же пипец как серьезно. Это уголовщина. Тебя о таком босс не просил? Нет, конечно. Ему, видимо, попросить было некого. Тем более, ты только вот с ним познакомился. Если говорить откровенно, я ему и магазин для него просто как банк. Поэтому он меня никогда и не просил о таком. Ты хранишь его деньги? Он их как-то где-то отмывает. И я так понимаю, у него в каждом городе у кого-то лежат его деньги. С банками не связывается. Он вообще, походу, какой-то параноик. Поэтому отвечай ему, когда он тебе звонит. Параноик, который готов переступить через закон из-за обиды? Видимо, ему обида глотку режет сильнее, чем страх оказаться за решеткой. Откровенно говоря, я с ним связываться уже не хочу. И не буду, наверное. В смысле не хочешь?
Слушай, ты знал этого Сергея? Да, знал. Знал? Да, он бывал много раз даже здесь, на этом месте. Да он варвар еще тот. Получил по заслугам. Подожди, я не понял, что значит «ты больше не хочешь»? Я умываю руки. Умываешь руки? Нет, ты же подписался. Так не делается, тем более с боссом. Ты уже повязан тайной криминала. Хоть и небольшой, но все же. Теперь ты так просто не уйдешь. Знаешь, так дерьмово я себя никогда не чувствовал. Замахнулся я на этого пацана легко, а вот потом принять то, что я сделал, уже было далеко не просто. Я создавал угрозу жизни другим людям много раз в своей жизни, но чтобы так вот угрожать, только 2 раза. Первый раз — это когда наставил пистолет на блогеров. Тех ребят с камерой, о которых я тебе когда-то рассказывал, если помнишь. Второй раз — это когда выполнил заказ нашего босса. И знаешь, реально крутым мужиком я себя чувствовал только в первый раз. Это когда угрожал тем пацанам с камерой. И не потому, что я тогда был пьяный. Нет. Потому что в том случае я хоть как-то более-менее оправдывал свой поступок. Ты гонишь, что ли? Нет. Да пес с ним, с этим неудачником. Нет. Это все не мое. Блин. Что за дичь? Как? Как теперь с боссом быть? Я не знаю. Время покажет. Утрясется как-нибудь. Как-нибудь? Стой, ты куда? Домой. Подожди. Так не пойдет. Как быть по-другому, я не знаю. Это подстава. Блин, прости. Что-то... Как-то... Мне просто надо побыть дома. Что-то я захандрил как-то. Что это значит? Каков мой приказ? Я по поводу твоего человека. Так, Его поведение неприемлемо, мягко говоря, он все еще игнорирует? полностью. Да он что-то просто хандрит в последнее время. Ты что думаешь, мы за ним бегать будем или ждать, когда пройдут его месячные? Да нет, я все понимаю. Сегодня я с ним встретился. И? Он даже разговаривать не захотел. Такое поведение настораживает босса. И очень сильно. Ты же понимаешь. Да я понимаю. Это был твой человек. Блин, да... а я-то тут при чем? Не знаю пока. Но уже сомнения есть. Я с ним пытался беседовать. Он просто... Ну, есть в нем такая черта. Он... немножко невоспитанный. Его отворачивание от нас — это полное неуважение.
Да, Это я. я догадался. Я поговорил с боссом. И? Ну, практически все в порядке. Практически? Ну да, он немного обижен. Тут надо просто... Я не буду больше выполнять никакого криминала. Я не хочу. Я это тебе уже говорил не раз. Я ошибался. Нет, не волнуйся. Я все принял на себя, все хорошо. Помоги мне только выполнить одну его просьбу, и все. Он от тебя отстанет, и у меня груз с плеч спадет. Что надо? Встретиться с переговорщиком, там какие-то бумаги передать. Вроде как все безобидно. Было бы безобидно, я думаю, он попросил бы мою бабулю. Слушай, я не знаю подробностей, ясно? Вроде как ничего сложного и криминального не должно быть. Ну, не знаю. А куда ехать-то? В парке встречаемся. Когда? Сегодня. Сегодня в парке? А следующая просьба будет выкопать яму? Стас, мне самому все это не нравится. Поэтому было бы неплохо, чтобы ты пошел со мной. Хрень какая-то, ну нахрен. Что значит ну нахрен? Ты хотел, чтобы я познакомил тебя с серьезными людьми? Я познакомил. Теперь ты сливаешься, ставишь меня в неудобное положение, кидаешь меня, когда я прошу о помощи. Я, конечно, не люблю быть тем человеком, который требует помощи в ответ на помощь. Ну вот, приходится. Как это ты не любишь? Сколько раз я слышал упреков в свой адрес, мол, где моя благодарность за то, что я работаю у тебя в магазине? Короче, Стас, давай сделаем то, что он хочет, и будем спать спокойно. Ты подставляешь меня своим отказом. Я бы тебе вообще предложила дать его деньги за этот заказ, чтобы он уже окончательно отстал от нас. Я от них избавился уже. Избавился? Как? Просто. У меня их нет, и все. Так как? Неважно. Ладно. Потом расскажешь. Все, тогда давай через час в парке перед лесом. Там, где скамейка вдоль дорожки? Да, там мы увидимся. Где-нибудь на дальних скамейках. Те, что ближе к лесу. Ладно. А с переговорщиком вы как договаривались? Блин. Ты куда это на ночь глядя? Да, с Лешей хочу встретиться. Вы опять общаться, смотрю, начали? Тип того. Ты б лучше с Катей начал общаться, бобылек. Хорошо, бабуля, обязательно начну. Все, скоро буду. Ого. Откуда это такое? Як тобі? Нормуль. Давай-ка на русском говори. Ты где денег взял, голодранец? Где взял, там больше не друкують. Саша. Где взял, там больше не печатают. Колись. Стас дал. Стас? Ага. Откуда он это взял деньги, интересно? Странный он какой-то. Сказал, что могу не отдавать. Как это? Он что, пьяный? Да нет, вроде трезвый был. Да, Кать. Откуда у тебя столько лишних денег? И чего ты ими разбрасываешься? Я вообще-то работаю. Могу себе позволить. Ты где? Что случилось? Я тебе за Сашу сама долг отдам. Кать, не надо. Я сказала, я сама отдам. Ты где? Кать, я хотел попросить прощения у тебя. Прости, что нагрубил тебе. Прости.
за все. Ничего, Стас, ты прав. Я быдло. Ну так. И я же быдло, не забывай. Ага. Значит, я все-таки быдло. Понятно. Да нет, Кать. Я хотел сказать, что, видимо, быдлу с быдлом ужиться не всегда просто. Хотя ты не быдло. Ты просто не мой типаж. Прости меня за все. Ты где? Кать, не надо нам встречаться. Ты где? Я далеко. Я сейчас не могу говорить. Ты где? Я в парке. Иду тут на другую сторону, к лесу. Я сейчас буду. Не надо. Я тут ненадолго. Я сказала, что сейчас буду, значит буду. Жди. Ну быдло же. Ну что? Все хорошо. В смысле? Все нормально. Я уже все переговорил. Так что все хорошо. Точно? Что-то по тебе не скажешь. Да нет, все нормально. Нормально или хорошо? Все гуд, Стас. И чё я приперся тогда? Босс. Он тебе передал привет и... Вот еще. Просил передать. Что это?
какую-то арматуру зацепился, торчал там штырь такой. Ты меня достать хочешь, что ли? Ну, да хоть не повезло. Что с вами происходит в последнее время? Что-то. Я в последние 3 дня в омуте стресса какого-то из-за вас. Вот так вот. В какой-то сраной стиральной машине стираюсь. Да сам ногою вдарився, у пальцем большим прямо там за арматуру какую-то. Зацепился ли Еще один косяк за тобой и лишишься мочки уха. Ты меня понял? Я спрашиваю, ты меня понял? Понял. Меня достали эти косяки. Да понял, У виноват. меня складывается такое подозрительное ощущение, что все вы колледжи дебилов заканчивали. Понимаешь? Ну так получилось. Возвращайся Я же не- домой. Сегодня же. Сейчас на троллейбус сажусь и И еду. прямо ко мне. Да. На ковер. Ну, все понял, босс, понял. Дебил. Был же нормальный человек. Нет, надо с ним кончать. Он меня погубит. Какая-то эпидемия просто. Я замечаю, как многие адекватные люди становятся конченными, недоразвитыми тупицами. Вот обрати внимание как-нибудь. Если стоит компания друзей, и среди них есть хотя бы один идиот, то обязательно часть идиотизма перейдет к каждому члену этой группы. Обязательно. Это очень опасный вирус. Идиотов надо держать на стороне или кончать с ними. Особенно, если они что-то знают о тебе. Я сам. Говори. Добрый день. Меня зовут Павел. Вам сейчас удобно говорить? Кто это? Это быстро развивающаяся компания Green Life Best. Вы сейчас можете говорить? Не совсем. Я займу всего лишь 1 минуту вашего времени. Я вам обещаю, через минуту вы будете благодарить себя самого за то, что не положили трубку, а выслушали меня. Всего минута. Итак, как я могу к вам обращаться? Слушай, сынок, а ты ничего не попутал? Я вас понимаю, звонит какой-то неизвестный абонент, говорить не хочется, но вы сейчас можете потерять огромную возможность в вашей жизни не только на богатство, но и на великолепное здоровье. Слушай сюда, сопляк. Ты когда нормально писать да какать учился, я таких, как ты, группами закапывал. Ой, сразу слышно делового человека. Подо мной по всей республике знаешь, сколько контор лежит? Значит, я позвонил именно туда, куда надо. Уверен, вы еще не слышали про нашу организацию, но она стремительными темпами захватывает рынок, и у руля этих захватчиков становятся такие, как вы. Те, кто не положил трубку и поверил в нашу идею. Это компания Green Life Best, и она для избранных. Я вас заинтересовал? У тебя минута. Что вы слышали про экологически чистые товары? Ничего. Наш мир все больше захватывает мода на здоровый образ жизни. Люди все больше тянутся за здоровыми продуктами и, в свою очередь, за такими же вещами. Это какие же? Все. Экологические салфетки, не стирающиеся тряпочки для пыли, даже экологические ёршики для унитаза. Подожди. Ты мне сейчас впариваешь ёршик для унитаза? Нет-нет, я ни в коем случае не хочу вам ничего продавать. Я лишь хочу вам подсказать, натолкнуть. Все умные люди, которые не живут одним днем, а прогнозируют наперед, уже давно либо сотрудничают с нами, либо просят. Они просто просят у нас, чтобы мы продали им наши товары. Я бы с огромной радостью отдавал бы их бесплатно, но, если честно, откровенно говоря, мы их отдаем за такие бесценки фактически бесплатно. И вы спросите, зачем мы этим занимаемся? Зачем? Мы спасаем планету. Наша организация не только стремительными шагами развития идет на вершину лидерства на мировом рынке, но она еще и выполняет очень важную функцию. В нашем мире, к огромнейшему сожалению, есть товары, которые приносят непоправимый, губительный эффект нашей планете. Мы же производим из экологически чистого материала. И сколько стоят ваши товары? Вам сегодня повезло. Простите,
Забыл ваше имя. Как я могу к вам обращаться? Я не говорил своего имени. Так как я могу к вам обращаться? Сколько стоят ваши товары? Смотря, что вы хотите приобрести. Ёрш. Сколько стоит для сортира ёрш? Только сегодня, только сейчас я могу вам сделать огромную скидку. Придурок. Сколько стоит ёрш, чтобы отдирать дерьмо от моего бачка? В районе всего 3 рублей. Согласитесь, это сущие копейки, и он прослужит вам намного больше этого ёршика, который сегодня висит на вашем бачке. А ты знаешь, какой у меня бачок? Догадываюсь, потому что наши товары только-только заходят на рынок. И пройдет время, вы позвоните мне и скажете: «Павел, спасибо огромное за тот звонок». Вы скажете спасибо себе, потому что выслушали тогда меня до конца. Скинь мне свою презентацию, я ознакомлюсь. Я могу вам попозже перезвонить, если вам неудобно сейчас говорить. Презентацию. Скинь мне свою презентацию. Хорошо, хорошо. Я отправлю вам нашу презентацию и перезвоню вам завтра. Где-то в это же время. Только мне нужен ваш e-mail или же домашний адрес, если желаете в распечатанном виде. Я отправлю в сообщении. Отлично. Тогда я буду ждать и там наберу. Какой разговорчивый парень, однако. Сразу видно деловой человек, с которым можно делать деньги. Я чувствую прибыль. Вот она. Я, кстати, не казался жалким в разговоре с ним. Нет. Это очень важно. Сразу же, еще до начала какого-либо сотрудничества, нужно показать, кто здесь папочка. Я всегда чувствую бабки. Экологически чистые ёршики. Это интересно, по-моему. Что тебе опять надо? Дай ему трубку. Что тебе надо? Дай ему трубку. Ты решил меня добить окончательно? Я это сделал. Я прикончил его. Вы, наверное, ошиблись номером. Босс, я прикончил его. Убил его. Что вы несете? Я вас не понимаю. Я убил своего напарника, своего кассира. Позвоните в справочную службу. Вам там ответят на все вопросы. Босс, я убил его. Слушай ты, придурок, если есть вопросы, приезжай и поговорим. Я убил его, как ты и приказал. Мудила! Пошел нахрен отсюда! Я завалил его, как... Если это ты, алкаш, то приезжай ко мне на гараж. А если вы ошиблись номером, то, пожалуйста, не звоните сюда больше. Меня когда-нибудь добьют эти придурки. Ты что творишь? Мне плохо. Тебе плохо? А я-то тут при чем? Ты что, опять пьян? Вспомнил сегодня свою мать. И неспроста. Моя мать многим предсказывала проблемы. Честно. Очень редко она ошибалась. И в моем случае тоже ошиблась. К счастью. Приведу тебе пример. Вот мой отец был алкоголик, и она всегда говорила ему, что это убьет тебя, Вася. И когда мы попали в жуткую аварию, нашу машину перевернулось 10-1.5 раз. Мы крутились,
как в стиральной машине. Переломы, вывихи. Но все остались живы, кроме одного. Бутылка водки, которую заныкал мой папаша под сиденьем, раскроила ему голову. Никому другому, а только ему. Мне же мать говорила что-то подобное, мол, идиоты погубят тебя, сынок. Держись, сынок, от дебилов подальше. Но тут она была не права. С идиотами жить легко, ибо на ихнем фоне ты просто мегамозг. Они за тебя решают проблемы, сами попадаются на крючок, а ты остаешься чист. Просто фантастика. В каком-то роде они за тебя выплачивают долг, притом просто так. Смешно. Хотите сказать, что я тупица? Сначала хочу спросить тебя, чего ты боишься? Совесть или страх, что упрячут за решетку? И то, и другое. Совесть пройдет, она умирает со временем. А боишься попасть за решетку? Слушай, чтобы не закрыли, надо как-то работать. Сходи к нему домой. Домой? Конечно. Сделай вид, будто ты ничего не знаешь. У тебя причина-то есть, почему ты внезапно перестал общаться со своим этим другом-кассиром? Я его убил. Кроме этой причины. Нет. Так вот, приди к нему домой, спроси, где он, почему не появляется. Сними подозрение с себя. Что за детский сад? Ты что, совсем кино не смотришь? Нет, все-таки ты тупица. И я рад, что связался с тобой. Чтобы уверенно, четко, без единой ошибки убрать человека и не заляпать в подозрении своего заказчика, и уж тем более самого себя, нужно иметь хороший, заметь, не чемоданчик, а багаж знаний и умений. Уметь этим убийством подставить кого-нибудь, тем самым снять подозрение с себя, или же запутать дело да так сильно, чтобы менты сидели с этими всеми фактами и уликами ночь, не спали, напрягали свой мозг до инсульта в башке, но все равно ничего понять не могли. Вот он, профессиональный подход. А ты что? Я не дебил. Ах, так значит, твой молодой человек не дебил. Ну, спасибо, что сказали, уважаемый. Это обидно. Это жизнь. Жизнь — это короткие сцены, вырезанные из кино. Ха! Я это уже слышал. Все-таки ты убрал не просто постороннего человека. Зачем нужно было убивать его? Ну, погорячился. Пьяный был. Тем более, что ты знаешь. Не могу я спокойно жить, зная, что в городе есть люди, которые знают некие факты моей жизни, из-за которых у меня могут возникнуть проблемы с законом. А связи? Мои связи? Да. Они решают многое, но не абсолютно все. А как же я? Я тоже знаю многое теперь. Не волнуйся, один человек не страшно. Ты у меня под контролем, под ногтем. В крайнем случае я скажу фараонам, на дне какой реки лежит пистолет, из которого ты стрелял. Понял? Но не я же ведь. Мы же вдвоем его убили, верно? Как это вдвоем?
Ты его убил. Я? Ну а кто? Я, что ли? Я не могу идти на такие риски. Я сам лично решаю такие вещи только в самых безвыходных ситуациях. Плюс я верующий. Ясно? Ах, так ты еще и верующий. Вот так вот. Я своих друзей не валю. Ах ты пидор! Блин. Придурки! Как запутать дело? Кого подставить? Как подставить?
Sometimes I wonder if the life if I had to look back and live tonight. Oh, 7 years along like a walk away. Quarter of my life gone by, getting on better days. When I'm stretching out my heart, just pushing through till time. Happiness is great, but I'm gonna sit with the peace of mind, no peace of mind. Yeah, peace of mind, little peace of mind. Well, there's a pain inside my heart that'll always be there. Through the good times filled with joy, haunted to my darkest despair. Why try to hide it, fight it? Sometimes it's a lost cause. 'Cause when I need your sweet, sweet love and the night your withdrawal, when we're stretching out my heart, we're just pushing through till time. Happiness is real, but I'm gonna sit with a peace of mind, no peace of mind. Ну нахер.
it to work, but I know it won't. The further we swim out, there's a chance that we don't make it back to shore. Yeah, we're bound to drown. How long we gon' pretend on it? This whole deal, it ain't gonna go down.
Господи, хоть бы меня никто не заметил. Ой, Алёша, проходи. Здрасте. Здравствуйте. Чаек будешь? Да, можно в принципе. Как поживаете? Нормально. А Стас как? Даже не знаю, что и сказать. А где он вообще подевался? Что-то не слышно его. Он не может говорить. Не может? Его как раз сегодня привезли. Хочешь увидеть? Марии, Дивы, Человечицы, распятого же со мной преподносите Пилате, страдавшего победенно и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живыми, мертвыми, его уже царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца исходящего, Чарли, и надо валить, я подожди. Разрешили дома сидеть? Значится, надо сидеть дома и никуда не выходить. Не слушается. Сейчас пойду чайку принесу. Не надо. Спасибо. Перехотел. Ну, как хочешь.
Стас! 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 Стас, очнись! Стас! Стас, открой глаза! Стас, господи, открой глаза! Стас! Я не убил тебя. Я догадался. Но ты хотел. Каково это спускать курок? По телевизору стреляют постоянно. И это кажется легко. Убийство в кино — это настолько обыденное дело, что уже при просмотре не вызывает абсолютно никаких чувств. А вот в жизни, конечно. В жизни нажать на курок тоже легко. А вот после этого нажатия жизнь уже далеко не такая, как прежде. Понимаю. Поэтому не обвиняю. Но это ничего не решает. Так что если ты еще раз наведаешься ко мне в дом, я вспомню, кто в меня стрелял.
Проверил? Моя кличка Туз, если что. Можешь так и передать боссу. Он всех называет Туз, если что. Ничего не получится. Все это пустышка. Это сейчас вид бизнеса такой. Ты что, думаешь, меня опять наколоть хотят? Да, конечно. Что ж такое-то? Уже не 90-е. И черными бизнесменами в наше время стали обычные ботаники с телефонами. Ну, уложились мы в эти суперчаи. И что? И что? Я пью их, и ничего не худеется. Такая же фигня и с нанотопливом была. И с твоим Green Best Life будет. Это точно, блин. Нет, я все-таки попробую. Ну, как знаешь. Ладно, я полетел. Я думал, хоббиты ходят в Мордор только в кино. Кино — это жизнь, потому что жизнь — это короткие сцены, вырезанные из кино. Очень интересно. Зачем пришел? Поговорить. Смело. А зачем в перчатках? Кто знает, какие вы тут дела проворачиваете. Пускай лучше мои отпечатки останутся при мне. Какие мы можем тут проворачивать дела? По-твоему? Человек, который убивает человека лишь потому, что обиделся на него? Или боится, что он что-то наябедничает там милиционерам? Это опасный человек. Осторожный. Лёша говорил мне, что ты параноик. А у таких людей я предпочитаю своими отпечатками не разбрасываться. Он сказал, что я параноик? Вот мерзавец. Ты бы узнал рано или поздно, что я жив. И предъявил бы Лёше претензии. Может быть. Я этого не хочу. Благородно. Я чувствую свою вину. И плюс я не хочу, чтобы пострадала моя бабушка. За кого ты меня принимаешь? За того самого, каким назвал тебя Лёша. Ты пришел ко мне в перчатках и тоже называешь меня параноиком? Этот разговор мне дико начинает не нравиться. Заявляешься ко мне, к тому, кто желает тебе самого плохого. Переходишь на «ты», будто мы старые приятели. Я думал, покушение на жизнь делает человека в глазах других опаснее, серьезнее. А я в твоих, как понимаю, только потерял свой авторитет. Как мне охарактеризовать это понебратство и смелость с твоей стороны? Мне все равно. Ладно. Ты пришел сюда и... Ты ровный пацаненок, Туз. У меня чуйка на хороших парней. Жаль, что мы не можем работать вместе. У меня наклевывается отличный бизнес с сортирными ёршиками. Так как мы поступим? Да не волнуйся. Я не думал, что все зайдет так далеко. В смысле? Я никогда бы и подумать не мог, что этот придурок действительно будет в тебя стрелять. Но он стрелял.
Он бы, наверное, и город поджег, если б я ему грубо приказал. Когда я говорю, что надо с кем-то кончать, это не значит стрелять и закапывать. Меня он даже прикопать не удосужился. Но мои люди не убивают людей. Я не убиваю людей. Только никому, что мы тут с тобой обсуждаем. Конечно. Пускай все думают, что я всех хвалю и закапываю, кто со мной плохо разговаривает или шутки думает шутить. Хорошо. И я тебе верю, потому что ты четкий. Я уверен. Спасибо. А то стоит только дать слабину, не показать, какой ты опасный и серьезный, и все тут же начинают борзеть вокруг. И тогда все идет наперекосяк. У меня только вопрос. Ну? Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Мне кажется, или ты сейчас начинаешь борзеть? Да пошел ты. Я хоть не убиваю, но ноги обломать могу. Ой, да заткнись ты уже, а? Как же это все смешно и нелепо-то, а? Ты очередной пенсионер, который живет в 90-х и играет в босса. Бля, да какой ты босс? Да ты знаешь, сколько у меня бабла? Вот это, наверное, единственное, что у тебя есть. Оно тебе более-менее и помогает натурально играть в авторитета. Криминальный мафиози. Черт, а? Ну, конечно, мы же живем в Беларуси. Какие у нас тут мафиози? Алёша, да он же в данном случае просто жертва. Нет, не жертва. Почему жертва? Неважно, кто там тебе что говорил и приказывал. Ты должен сам иметь свою голову на плечах. Чтобы убить человека, надо быть, ну, просто конченным человеком. Но люди имеют право на ошибку. Но только на одну. Так же, как и Сергей. Да. Ага. Пришел твой дружок. Залезай-ка туда. Сделаем ему сюрприз. Туда? Туда. Давай, и ни звука, пока я тебе сам не скажу. А зачем это? Хочу немножко потрепать нервишки нашему общему приятелю. Это будет ему хорошим уроком. Вот так вот. Я своих друзей не валю. Ах ты пидор!
Блин. Придурки! Как запутать дело? Кого подставить? Как подставить? Ты только до поликлиники меня довези, а обратно я сама приеду. Что-то машина какая-то просевшая, что ли? Да нормально вроде. Нет, попа какая-то низкая стала. Нормально. Ты посмотри лучше, чтоб проблем потом не было. Хорошо, я обязательно гляну. Катя вчера была что-то совсем расстроенная. Может, у нее чувства какие-то к тебе есть, а? А может, это любовь? Ты слышал о таком чувстве? Слышал. Надеюсь, меня это минует. Ах, не расстраивай бабушку. Опять ты меня расстраиваешь. Катю вчера расстроил. Не успели приехать, куда-то смылся. Катя расстроилась, я расстроилась, опять меня расстраиваешь. Чем тебе уже Катя не угодила? А может, у тебя там что-то не фурикает? А? Тогда к врачу как-то надо идти обращаться. Как-то так. Все фурыкает. Вон, гаишник стоит. Ой, бляха-муха, а ты-то не пристегнутый. Да поздно уже, заметил, наверное. Старший инспектор ДПС Морозов, предъявите ваши документы. А мы в поликлинику едем.
Ясно. Все в порядке. Вроде. Сейчас неделя проверки аптечек началась. А наша где? В багажнике. К осмотру. Стасик, что случилось? Да что-то замок погнутый какой-то. Ой-ой-ой, а чего это он? Дай-ка гляну. Замок погнутый. Видать, кто-то вскрыть пытался. Вот негодяи. Я ж тебе говорила, машину надо на видном месте оставлять. Вот тебе результат. К врачу сейчас опоздаем. Ладно, езжайте. Надо будет аккуратно вскрыть и поменять замок. Ну все, пока. Я побежала, а то опоздаю. Пока. Ну, здорово. Постой, Серега, подожди. Что? Отойди сюда. Что такое? Что такое? Если он заявит хотя бы о самых незначительных побоях, а из вас двоих, скорее всего, поверит ему, то ты отправишься в тюрьму до самой старости. Ты помнишь, на каких условиях тебя отпустили? Ребята, заткнись. Что ты мне предлагаешь ему? Факт показать? Я и так бью по печени. Так бей слабее. Смысл тогда вообще бить? Ребята, это Сергей. Я хотел сказать, прости меня.
Прости, я сильно сморозил. Я не имел права. Ох, как мы красиво заговорили. Думал, меня посадили, и я там срок мотать буду. Я пришел, назвал свое имя, и через час у меня уже был кофе в камере, а через день уже отпустили. Ну что, Сережа, будем теперь по-другому разговаривать? Босс, пожалуйста! Босс, простите меня, босс! Этого никогда больше не повторится, босс! Я ненавижу себя за это! Больше, чем свой сколиоз, босс, простите меня! Я буду хороший, честно, пионерская, босс, простите меня! Не с тем связался. Я понял. Прости. Прости, пожалуйста. Если бы я не чувствовал за собой вину, я бы никогда не поехал сюда. Прости, пожалуйста. Хорошо. Я прощу тебя. Ключи. Нет. Лучше переломайте мне ноги. Я никуда не заявлю. Обещаю. Ключи от машины. Не надо. А чего ты не хочешь? Он же сам просит. Ну, поломай ему ноги, и вы квиты. Я так понимаю, эта машина ему очень дорога, поэтому я тем более хочу ее. А смысл какой? Он за это бугони, и нам крышка. Эта машина — достойная плата. Я не заявлю об угоне. Обещаю. Это не важно. Завтра от этой тачки останется только груда металла. Хочешь? Кстати, могу потом фотки прислать. То, что от нее осталось. Ушатаю эту тачку полностью. Давай полицейский разворот потренируемся делать. Без базара. Только надо сейчас. Навоз привезем по быструхе. Я матери обещал помочь. Там немного. Я думаю, за раз, максимум за два управимся. Что тут такое? Что там? Ни хера себе. Ствол? Откуда он тут? Я знаю, кому его можно загнать. Бля, гайцы! Добрый день. Инспектор ГАИ лейтенант Громыко. Подготовьте документы для проверки. Какие проблемы, лейтенант? Проверка документов. Что-то вас полно сегодня в городе. Плановая проверка аптечек. Вам аптечку предъяви, на техосмотре предъяви. Сколько уже можно? Документы на автомобиль, пожалуйста.
Забыл, лейтенант. Торопяк собирался. Может, для первого раза предупреждение, а? Показывайте аптечку. Может, она в багажнике лежит? Может, и в багажнике. Лейтенант, я уже не помню. Блять, что-то замок вообще големый стал, блядь. На этим попробуй. Машина-то ваша хоть? Петя, какой лом? Замок просто изношенный. Дайте я сам попробую. Ты чё так крадешься? Да не крадусь вроде. А зашел как? Да, открыто было. Я не закрыл? Блин. А ты куда собрался? Да я еще утром уехать должен был. Тут задержался, малек. Задержался? Фараоны задержали? У нас не фараоны, у нас менты. Да. А ты им что-то рассказал? Нет. Я же пообещал тебе, что буду молчать. А я свое слово держу. Красавчик. А у тебя что? Есть еще причины их бояться? Да нет. И ты здесь, скотина! Какого хрена в моей машине были трупы? Трупы? А ты зачем чужие машины забираешь? Нельзя так делать! Нехорошо! Ты сложил трупы мне в багажник? Пошли нахрен отсюда! Оба! Сами виноваты во всем! Ах ты, ублюдок, блядь! Сука! Блядь!
Замерли упыри! Ты что делаешь-то? Ты правда думаешь, что тебя не найдут? Ты завалил босса и 2 его людей. Откуда ты знаешь? Я был в гараже. И я сам все видел. Ты их всех загасил. И зачем ты пришел сюда? Я пришел за своей зарплатой. И пока я шел, я раз 500 оглянулся назад, ожидая, что меня вот-вот примут, как свидетеля. А если меня примут, я ничего придумать и скрывать не буду. Я не враг сам себе, и я ни в чем не виноват. Ну что ж. Что? Убьешь меня? И Серегу пристрелишь? Еще 2 трупа? Это уже несколько пожизненных сроков. Тебе не уйти. Никогда. Ты звонил боссу на мобильник. Я ему звонил. Начнут вычислять по базе звонков, кто кому звонил. Начнут искать этих людей. Меня начнут искать. Придут сюда. Петруха тоже скажет, что я здесь. Это его машина. На него мы можем выйти только через босса или через тебя. До босса, как я понимаю, уже не достучаться. Значит, придут сюда. Да, верно. Лёша, все дороги ведут сюда. Тебе не спрыгнуть. Никак. Улик огромные кучи. И я сомневаюсь, что ты пришел в гараж к боссу, все заранее обдумал и подготовился. Когда ты ехал к нему, когда уезжал, хоть одна дорожная камера, но зафиксировала твою машину. Где-то найдутся свидетели, где-то остался твой след ботинка, след машины. Может, ноготь или волос где-то упал. Вот. Даже Сергей все понимает и подсказывает. Лёша, спустись на землю. Мы не в кино, и тебе никогда и нигде не укрыться. Все кончено. Менты не те тупые челы в фуражках, как во французских комедиях. Они найдут. Поверь. Мы уже решили свои дела с Сергеем. Мы простили друг друга, ведь так? Да, все четко. Все четко. Но тебе, Лёш, тебе некуда деваться. Это огромные массы неприятностей, и их некуда смыть. И пока они не стали еще больше, остановись. Я уверен, что с минуты на минуту сюда приедет милиция. И ты это тоже понимаешь. У всех есть право на ошибку, Лёш. Но только на одну. Не трожь, блядь. Всех надо завалить. Всех перевалить.
Думаешь, они все-таки приедут? Конечно. Эти ребята ночами не спят. Может, тогда лучше пошли отсюда? Да ну. Какой смысл? До этого посторожим, чтобы никуда не ушел. Мало ли что он в таком состоянии сделать может. Верно. Думаешь, все обойдется? А вдруг все-таки вина падет на нас? Не упадет. Главное не врать, а сразу говорить правду. Мы все равно не сможем быть теми крутыми ребятами, как в кино. Нас расколят, и мы все равно все выложим. Враньем мы сделаем только себе хуже. Не знаю, не знаю. Я мусорам еще никогда не поддавался. Если что, я лучше в бега. Не знаю, как ты, а я рассчитываю сегодня вернуться домой. Лечь в кровать, взять мороженого и посмотреть какую-нибудь комедию. Может быть, даже мелодраму. Петьку надо вытаскивать. Это твой друг, что ли? Да, его повязали. Тогда, когда гайцы нас остановили. Вытащишь. Расскажешь им все, как было, и они сами его выпустят. С чего начать только? Ну, скажи, что испугался. Ты же испугался, когда увидел, что было в багажнике? Нет. Ну, значит, скажи, что испугался. Я не лох. Люблю приключения, но что-то в последнее время мне хочется спокойной жизни. Да, с меня тоже хватит всего этого. В последнее время даже прыщи пошли по ягодицам от этих стрессов. Ладно, давай вызовем милицию, так быстрее будет. Нет, стой. Что? Тут что-то не то. В смысле? Ты хочешь на меня все повесить. Даже если бы хотел, то не смог бы сделать это грамотно. Ты что-то юлишь. Серег, я хочу сказать, что я простой парень. Я самый обыкновенный простой парень, который держит свое слово. И я горжусь этим. Я могу нажать на курок пистолета. Я скажу так, что спускать затвор может любой полоумный человек на этой планете. Но... Эй, неудачник, ты выбрал неправильный путь. Эй, неудачник, дерзкий и наглый не значит крут. Дай Бог, чтобы ты понял, когда тебя проучит жизнь. Эй, неудачник, будь проще, и все у тебя будет. Зергут. Я открою. Кто там? Кто? Ой, Денис. Заходи. Здравствуйте. А, чайку? Нет, спасибо. А может, драничков? Нет, мне завтра рано на работу вставать.
Ой, когда вы спите-то? На перерывах. Станислав, у вас гости? Да, у нас гости. Ничего страшного, проходим. Я тебе говорю, там нормальные ноты. Дома поглядим. Ну что там, рассказывай. Ну, в общем, благодаря Стасу и гражданину Сергею Евелю мы поймали преступника. Ну и преступника. А Алёшка уже точно посадят? Ну, конечно. Так как Алексей во всем чистосердечно сознался, ну и много чего нового дорассказал, то ему наказание хорошо так скостят. А хоть бы. Стас верно сказал, что во всей этой истории он тоже своего рода жертва. Плюс его психологическое состояние оставляет желать лучшего. Возможно, даже на Добружскую положит. Это куда это? В дурдом. Это в психиатрическую больницу? Ну да. Петр Приходько, друг Сергея, его отпустили. Показания Стаса и Сергея сошлись как пазлы. В общем, все хорошо. А машина? Ласточка. Завтра можешь забрать. Отлично. Ну хорошо. Может, драничков? Да нет, спасибо. Ладно, я пойду, наверное. Я проведу. Ну что там с гаражом босса? Ну, что сказать. Все исследовали. Его нет. Вообще ничего нет. То есть ничего не нашли? Нет. А оно могло так сгореть, чтобы ничего не осталось? Конечно, нет. Все, босс не найден. Ни в гараже, нигде. Тут и говорить не о чем. Босс жив. Он в бегах, и у него куча бабла, чтобы залечь на дно. Золотое. Я думаю, что он уже далеко-далеко, и мы уже никогда его не увидим. Ну да. Может, все-таки подумаешь о защите? Да не, опасаться нечего. Ну, как знаешь. Ну что, может, драничков? Snow is blowing over the road like a white river comes through black stone. The only thing I see tonight, my way home, is my ugly mug in the mirror, all alone, all alone, all alone. It's a certain kind of sight goes to the bone. All alone, all alone. Ты заказал новый бронежилет? Что, этот уже негодный? Я хочу более закрытый. Хорошо, босс. Нет, это говно какое-то, а не бронежилет. Ну да, если в плечо попадет, то все. Блин. It's like a screech in the murky, and the cherry one up there got me ready. No reason to feel this way, but I always do. Ну нахер. Drive down through that river. All alone, all alone. It's a certain kind of sight goes to the bone.
Да, мама была права. С идиотами, конечно, хоть и проще, но ну их нафиг. If I stumble out the